Альфа-инвестиции – это к деньгам. Дарим до 5000 рублей каждому. Откройте бесплатный счет для инвестиций в Альфа-банке и получите подарок. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Доброе джалалабадское утро. На улице очень жарко. Мы приступаем к поиску кучи. Это люди, которые кочуют. Живут они обособленно. Надеюсь, мы их найдем. Мы едем по обычной... Нет, наверное, это не обычная. Афганская улица, которая отремонтирована. Видите, здесь везде асфальт. Смотрите, здесь кладбище находится прям посреди деревни. Деревня это считается? Да, деревня. Прям посреди деревни. Вот это все кладбище. Там что-то раздают? Ну, и покупают детишки это. А, воду покупают. Воду это наливают. Это без... Ну, то есть, ты понял, на улице просто стоит насос, они качают себе домой воду. Тут просто вот эту дорогу построил благотворительный фонд. Вот эти насосы строят разные благотворительные фонды. Местные? Ну, Афганцы? раньше были и международные, и сейчас местные. Вот школа частная, то есть, да, для этих детишек. Кто-то вот так вот просто заряжает батарею прям на дороге. Вот еще, то есть, продолжение того же кладбища. Особо оно как-то не выделяется, кладбище. Нет, ну я же тебе говорю, у нас же в исламе говорили как, да? Похоронил, Забудь. забыл, все. То есть даже если вот могила портится со временем, да? Да, даже если могила портится со временем, то есть ее восстанавливать нежелательно. Потому что спустя 70 лет, 80 лет, 100 лет эта могила исчезнет, и уже можно будет там хоронить других. То есть на это место можно другого хоронить? Ну потому что да, оно уже сравняется с землей и все. То есть все рассчитано на определенное время? Конечно. Данный участок послужит, да, чтобы человек спокойно, У нас, да, кладбище называется... растворился, Гера. вот так да, скажем. Да. Если, понятно, визуально ты увидел, что где-то чья-то Могила. то ты понятно, не будешь этого делать. Но если ты увидел визуально, нету никакой могилы, ты сможешь копать и хоронить человека. Что-то у нас темные темы, Денис. Мне почему это интересная тема. Не все это знают, и мне самому это интересно. Да. Человек за жизнь должен получить максимум Максимум информации и увидеть максимум геолокаций. Но это вот если это хороший вариант. Не, ну ты с этим справляешься, честно. Стараюсь. Да. Мы уже выезжаем с поселка, сейчас будем направляться в сторону Батикота, где мы в прошлый с тобой наш раз заметили один поселок, да? Для меня вообще самое главное в жизни, это, наверное, семья, здоровье всех моих близких, естественно, родственников, Да. и жить в обычном достатке, чтобы хватало нормально покушать, я не знаю, покататься, чтобы, средний достаток. Мне много не надо, честно скажу. Ну да. Я не хочу утопать в изобилии, Да. мне это не нужно, это лишнее для меня. Оно напрягает, Денис, вот я почему тоже Афганистан выбрал. Спокойно живу, то есть хватает на то, чтобы Просто- день, ночь провести, знаешь, все нормально. Просто если будет много денег, я не буду наслаждаться мелочами, Все правильно. которыми наслаждаюсь сейчас я. Это все, ты правильно это описываешь. Иногда даже если есть двадцатка, да, на колу, ты кайфуешь, двадцатку набрал на колу, возьму холодную выпью. У тебя есть 1000 афганей в кармане. Ты думаешь, сейчас возьму энергетик, и энергетик уже не такой вкусный, как та кола, понимаешь?
Потому что есть выбор. Да, есть выбор. Вот. По идее, в жизни точно так же. Сегодня именно так в машине и вообще в городе душно. Ну а вот так вот продается лайм. Едет мотороллер и везет свежий лайм. Ну и как обычно по традиции, утро начинается с кофе. В самом городе очень мало места, где хотя бы продаются пакетики, вот именно черное кофе, без сахара, без молока. В основном это всегда 3 в одном. Вот Каус предложил какое-то заведение, одно из самых знаменитых мест, где варят кофе в турке. В турке. В общем, мы сейчас как турки будем. Но внутри мы сейчас зашли, там вентиляторы еле живые. В такую жару тяжело сидеть в закрытых помещениях. Нечем дышать. Если вы думаете, что в Афганистане все настолько сурово, вы глубоко ошибаетесь. Смотрите, Wi-Fi, название I love you. Здесь девушек точно нет. То есть это у какого-то пацана так называется точка доступа. Ну это моя точка доступа, Денис. I love you? Ну да, а чё? Я тебя люблю. Не, у Кауса другая точно. Я сейчас как раз таки и хотел Кауса поймать. Вот, так ты вроде был подключен. I love you. Кофе в стакане. Что-то зеленое. Это типа мяда с лимоном? С лаймом. Это сок? Ну типа такого что-то, смузи что ли. Непонятный сок какой-то. Прохладительный напиток, я не Кофе знаю. Якобс аромат. Кислое? Классная вообще. Не то, что кислая, она, блин, в меру. Дай попробую. Она в меру именно четкая вообще. Видишь? И мяда чувствуется, и лайм. Вообще. Что, нормально? Типа мохито. Ну да. Типа мохито какая-то штука. Мгм. Ну такая освежающая, хорошая. И мне нужно кофе, мне нужно простудиться после тяжелой ночи. Друзья, немного отвлечемся от видео. Большинство из вас знает, кто такой Каус. У нас даже был ролик, посвященный Каусу. Он рассказал про себя все, кроме одного момента. У него есть дочь 6 лет, и она больна. У нее ДЦП, дискинетическая форма. Она может глотать, дышать, узнавать, смеяться, но не может ходить, сидеть, вставать, и ей очень тяжело двигаться. Ей нужна реабилитация 2 раза в год. Мы уже 1 раз ей помогали, поэтому обращаюсь к вам еще раз. Девочку зовут Мадина, и ее нужно вывезти в Казахстан. Это единственное место, пригодное для реабилитации из соседних стран, куда вообще можно вывезти и где нет проблем с документацией. Сбор – это моя личная инициатива. Каус просил это делать, но я настоял. Реквизиты вы можете увидеть на экране, поставив видео на паузу, и в описании ролика. Заранее всем огромное и большое спасибо. Мне показалось, что в Кабуле кофе повкуснее. В этой провинции уже очень много тук-туков. Как в Индии, практически все дороги забиты тук-туками. Если у вас нет прав, в Афганистане вы можете спокойно ездить. Ваши права никого здесь вообще не интересуют. Ну сколько лайма там, просто 1000 видов лайма.
Здесь сразу видно, что здесь какие-то рынки рядом находятся. Вот Потому тут видишь, да, Афганистан банк, национальный банк провинции Джалалабад. что большое количество людей. Ты решил пропустить скорую, да? Мы всегда пропускаем. Скоро это... Ваш какой-то сок. Это ругавза называется. Ругавза это пакистанский сок, там он смесь какой-то идет, как сказать, не жидкий, а густой такой. Не сок. химозина? Ну да, что типа такого. Густой сок такой идет в упаковке красного цвета. Ты его с водой разбавляешь, и он такой сладковатый получается. Разбавочный сок такой, так сказать. Здесь уже какие-то вело-мотомастерские. В Азии вообще, вот если это аптеки, то они в ряд идут. Да, да, Если да. это кафешки, то идут в ряд. То есть ты приезжаешь на улицу, где есть большой выбор того, что ты ищешь. Всё видите, рядом. Кондиционер. Для меня, если честно, это большой вопрос, как он работает. Я до сих пор не могу понять. Какая-то трава там. Ну да, смотри, вот эта трава, так сказать, да, она окутывает весь этот кондер. А потом внизу там делает такой небольшой бассейн для воды, понял? Набирает туда воду, ставит туда моторчик, который поднимает эту воду наверх. Сверху там тоже такой, ну, алюминиевая такая штука, короче, сделана для того, чтобы она равномерно по этой траве опускала воду, а там уже работает пропеллер, который эту воду и впрыскивает. А как вода охлаждается? Ну, за счет пропеллера именно воздух сильный идет, понял такой? Вентилятор очень сильный стоит. Только что проехали. Не успел вытащить камеру. Территория мединститута. И прям через дорогу сразу тюрьма. Кто у вас сидит в тюрьме? На данный момент не знаю. Раньше сидели убийцы, похитители. Ну и сейчас, наверное, тоже. В общем, Просто- плохие люди, да? Да? А по какому принципу их вообще судят здесь? Это какой-то шариатский суд? Я, честно говоря, не знаю. Ну, я имею в виду, суд-то есть. И шариатский закон в исламе он есть. Наверное, что по шариатскому. В Афганистане все продается по 7 килограмм. Яблоки, помидоры, огурцы, пакеты. Меньше никто даже не заморачивается. Вот пакетом бери и все. О, давай остановимся возле курочек. Как же они красиво смотрятся. Курицы просто. Очень красиво смотрятся. Согласитесь, красиво выглядит. Смотрите, вот я наконец-то увидел весь процесс. Ну, мариновка нас не интересует. Все готовится вокруг дров. Как в поле чудес. Крутите бараба. Якубович, ты что ли? Смотри, сколько маринованной курочки жарится. И она прям половинками. Даже четвертинками. Любят курицу в Афганистане. Любят дети, любят папы, любят мамы. И Любят бабушки, дедушки, бабушки. любят соседи, Все собаки, кошки. Что любят? Я просто... косточку. Косточки, да? Ну а там готовится вот в том отделении это рожь, да? Да, рожь, Очень вкусное. чайнаки. Очень чайнаки. вкусное, блин. Очень, Ну, очень вкусное. вкусное блюдо. Рожь отличная тема, понял? Просто заряд протеином на целую неделю, Денис. Ну ты же помнишь, да? Да. Мы с тобой когда ели, ты просто потом... был Разряжались. бодр. Да, нет, заряжались. Неделями. Неделями, да. Остановились возле большого батута. Но он точно не развалится? Да, я думаю, нет. Нет, ты думаешь? А Нет, сейчас я- прыгнем и насквозь.
Давай, говорит, заходи. Он вообще ничего не сказал. Он вот так вот сделал. Проходи. Сейчас я сниму ботинки. Давай. Я там насквозь не пройду. Нет, все нормально, Приехал из России на Афган. Слушай, нормальная штучка. А? Ага. И шею сломал. Залезь сюда, попробуй. Тебе понравится? Да, я сейчас лезу. Не, мне хватит. Я боюсь, извини. Впечатление прикольный, можно прям разогнаться, но мне кажется, все-таки для людей меньше габарит. Я боюсь порвать. Батут. Да. Я так понимаю, там песок и соль, да, Каус? Сок и соль. Песок и соль. Вот она уже готовая. То есть она всегда соленая. Это наш завтрак. И она, смотрите, она прям золотая. Позолотой. Светится. Ну не. Не то? Не. Ну, надо вареную искать. Она вообще какая-то. Нет. Сейчас ты попробуешь. Что? Она так и делается. Серьезно? Да. Ну, для тех, кто привык есть кукурузу, это непривычно. Здесь уже человек 10 стоит, смотрит, как я ем. Мне непривычно, честно скажу. Но она такая должна быть, жестенькая. Потому что она жареная, но вареной мы не нашли, да? Отлично. Вот как раз вот про эти пакеты я и говорил вам. Все по 7 килограмм. В общем, кукуруза на любителя. Ну, любителей много здесь. Цена одной кукурузки 10 афгани. Ну, это недорого. Когда совсем плохо с деньгами, это хороший перекус. Просто смотри, газ, соль, кукуруза, все это, то есть, если считать, 10 афгани ему выгодно. То есть, может быть, даже обходится она ему 5, 7, 6 афгани. Местные авторынки. Здесь можно электрический автомобиль купить за 3-4 тысячи долларов. Он разноцветный, видишь, стоят вот где. В основном 90% это крузаки. Крузаки и Тойоты. Вернее, Тойоты, так скажем. Есть рынки новые, которые машины привозят с первых рук из-за границы. Тебе надо, но они растаможены, тебе нужно номерной знак брать самому. Но есть и те, которые уже в Кабуле поездили или в Афганистане, они уже с номерным знаком, там совсем с документами тоже. Но они чуть как бы отличаются в цене. Те, что в Кабуле поездили, те дешевле. Кабул это как квест, что ли? Ну потому что, да, ты сам видел дороги, да? То есть человек уже знает, что они прошли, эти машины. Поэтому будет осторожничать с выбором. Какая сейчас средняя зарплата по Афганистану? Ну, давай по Кабулу. 180-200 долларов. А самая маленькая? 6 тысяч афгани. Это 80 баксов, 70. Вообще пенсии здесь платят? Да, пенсия есть. Сколько у вас пенсия у стариков? После 67, в зависимости от того, кто ты был государству. У преподавателей свои уровни и свое, вот, у военных свое, у там, людей, которые работали на заводах и всего остального, тоже свое. Я не знаю, потому что я еще не пенсионер, но думаю, скоро узнаю. Я так понимаю, мы проезжаем военную базу американскую, Помнишь, да? в тот раз мы с тобой проезжали, вот та именно военная база, и очень большой акцент внимания на том, что это сейчас принадлежит Исламскому Эмирату, видишь? Можно определить по флагам. Ну еще чуть-чуть осталось. Да. И придет Я не знаю, о чем ты другой говоришь. дядюшка. Слушай, ну вот военные базы вообще в Афганистане, сколько я видел разных, они очень сильно отличаются от других стран.
Да, Здесь это прям крепости какие-то неприступные. да. Три, короче, вот таких линий обороны идет сначала. Как сказать, линия охраны, да? Ну, а потом идет уже там дверь, короче, она тоже железная, бронированная, короче. Вот Всё такие серьезно. мешки, да. Но раньше тут были другие войска, и другие войска боялись за свою жизнь. Была б погода получше, Денис. Просто бы мы с тобой ехали бы сейчас и кайфовали от этого всего. Как ты на это смотришь? Ну, это реально крепость. Вот я тебя перебью. Да. Челик. Вот это, кстати, те объекты, которые они не горят не снимать. Остановка в тени, как раз здесь вот купаются. Ну, здесь не глубоко, дети и взрослые даже заходят сюда искупаться. Сзади меня стоят, позади два парня. Я вот Каусу говорю, они, наверное, не взрослые, им лет по 15, да? Но у них настолько суровый взгляд. Сейчас попробую сделать фотографию, а может быть и видео. Но реально там просто серьезные лица такие. Ну, вот один, на второго что-то камера не хочет идти. Если внимательно присмотреться, то на всех машинах, ну практически на всех, всегда висят черные какие-то тряпки. Что это обозначает, я не знаю, но они висят на фурах, вот на больших таких машинах. В принципе, у любого телодвижения есть смысл. Просто так, наверное, не вешают. Но мне кажется, это какая-то религиозная символика или какое-то течение, движение. Нету ничего такого. Денис, Давай спросим, остановимся. давай, я тебе серьезно. Помнишь? Мне кажется, что половина даже не знает, для чего просто Да повесили. я ж тебе говорю. Не, ну кто-то, у кого-то есть же ответ на это. Просто они вешают для красоты, я уже спрашивал. Там кто зеленый, кто черный. Я думал, может это там как-то шииты, сунниты, да? Но даже не то. Просто вешают. Да, о! Макбули. Для красоты. Видишь, для красоты. Это тоже нацеплю для красоты. Они все мне так отвечают. Очень жаркий район. Ты бы смог здесь жить? Нет, Тяжело? тяжело. Я вот, мы с собой приехали, и мне уже Здесь от рек Некомфортно. одни названия. Все высохшее. лето. Это все реки отводные, от дождя и от наводнений в основном. Не знаешь, куда инвестировать деньги? Откройте бесплатный счет для инвестиций в Альфа-банке и получите подарок. Гарантированный подарок до 5000 рублей за свои первые инвестиции. Счет открывается онлайн и бесплатно всего за 3 минуты. Инвестируйте в приложении или любимом браузере. Также вы можете выбрать ценные бумаги по советам экспертов Альфа Инвестиций. Ссылочку оставлю в описании к ролику. Массовое производство кукурузы. Салам алейкум. А здесь у них тоже по 10 афгани стоит, да? Кемата дичандас? Да, раба. Да, тоже по 10 афгани. Все по 10. Ну, взрослые жарят, дети, получается, продают. Здесь много детей.
Сколько самому младшему кто продает? فروشنده کسی که میفروشه پرترینش چند ساله است فرسایی چه وای او چند ساله کارگر 10 ساله короче они продают только 10-летние остальные просто эти малые смотрят зеваки Учится. да Никак не можем найти. Они куда-то перекочевали. Не зря они кочуют. Есть даже песня мистера Кредо, посвященная таким людям, называется... Я не помню, как она Чую, называется. чую, я кочую. Да. Это про них. Так что будем искать. Очень много автомобилей, даже грузовиков, наверное, из Пакистана. Что-то завозят. Ну, в основном овощи. Я Фрукты. бы так сказал, все завозят, потому что Афганистан это та страна, в которой нету производства большого или ничего. То есть мы даже иголки не производим. У нас есть там фирма Coca-Cola, франчайз, который идет с Америки, да? Есть там еще пара фирм небольших, но в основном вся продукция повседневная, бытовая, все это едет с сторон наших соседей. Иран, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Пакистан. То есть мы зависим от них в плане А вот продовольствия можешь и экономики. немножко притормози, вот здесь я покажу, вот как выглядит афганское кладбище. Смотрите, это камни, такие остроконечные, какие-то таблички. Тут даже непонятно, где могилка. Ну, не все понятно, вернее, вот так скажем. Ну, естественно, белый флаг везде будет висеть. Женщинам на кладбище ходить можно? Да. Без Вот проблем. в день похорон. В день похорон, да, после мужчин они могут приходить. А потом в другие дни тоже могут приходить, то есть без проблем. На могилу прийти женщине это не будет. Надо остудить двигатель автомобиля. Toyota Corolla 1997 года. Смотри, вот похоронили мужа, жена имеет право на следующий день прийти или в этот же день после всех? В этот же день после всех можно. То есть при захоронении она не может находиться там. Чекпоинт, остановка. Талиб посмотрел. Мы даже не выходили из машины. Каус ему открыл багажник. Он там поковырялся, поискал. Ничего не нашел. Да, там просто вот по сумкам поковырялся сам. Мы смотрели в зеркало. У меня были порывы встать, конечно. Каус говорит, ничего страшного. Ничего, да, все. Это в порядке вещей. И все, и закрыл, и ушел. Есть ли у вас поминки? Ну, в смысле, Да. там 9 дней, 7. Да, у нас есть первый, третий и 4 недели до 40. А как они происходят? Ну, первый день лишь похоронили, потом все, ну там сначала все пришли, похоронили, потом все близкие домой зашли, дома побыли. Второй день дают отдыхать близким от этого всего. На третий день там у нас хайрот делают. Хайрот это, ну, это хайр дают людям. Там 3-4 казана больших плова со всем остальным собирают людей. Да-да. Собирают людей, да, что? Денис увидел необычным способом, как там люди собирают кукурузу. Как люди необычным способом собирают кукурузу. Денис увидел, как необычным способом люди собирают кукурузу и хочет на это посмотреть. Как Пришлось способом давать назад люди 300 собирают. метров. Да, как там серп. И Серп молот. и молот. Погнали. Смотрите,
С этой стороны собирают мужики, с другой стороны собирают женщины. К женщинам лучше не подходить во избежание проблем. К мужикам можно подойти. Я думаю, ничего страшного не будет. Топор не кинут. Топор войны. Топор войны, да. Здоровье. Это кто-то взрослый и дети. Ну, в основном дети, да? Ну, кукуруза мелкая. Ребят, сколько у них зарплата? Сколько они получают? Если не секрет. چه قدر معاش داری شما یا ای از خودتان است؟ دا مونږ په دغه باندې ولي برخه باندې لسمه برخه مونږ ته راکړي. ها شما چند میتی؟ یو تیم لسه کې من ته یو تیم راکړي. آها دا یک تایم چند میته؟ یو تیم نه بس نیمه نه وځي. ها؟ نیمه جوار ته وځي یو تیم. Короче, их, это не их, не? Ага. Их нанимают как рабочие. بس تیمه چې ورته ځواب وکړه موږ له به یو تیم راکړي. چند میته دا یک دا دانه؟ دا دانه تیم یک دانه تیم میده. Як дана тим? Смотри. Короче, тима бутало и пепси. نه پیپسی نی بالتی نیست. Балти. بالتی دا بالتی جمع کنم یک بالتی هم میکنم. Хо, да эти джамкуни як балти метет. Балти и хортарак. Короче, 10 штук они собирают, и им дают одну батарейку. Батарейку? Да, они это Какую делают за батарейку? батарейку. Ну, батарейку обычную. Он говорит, маленькую батарейку дает. За 10 штук. А для дана. чего? Стой, за 10 кукурузин им дают одну батарейку? Да, дана джавари, як дана битри берет Я вообще метет. не понял, если честно. یک جواری یک بالتی میکنم. Балти. У балти رو باز چی میکنی؟ یا میدان میکنم دانه یا میکشم. Хо, دانش هم میکشی. Для чего им батарейки? Хо, балти هدفت از چی است؟ از جواری؟ آه. ګوره دا لاس دانی شو کنه. ها، ты по кто دا говоришь? یو وګیا مونږ ته پکې راشي. Да, Саида, поехал. Он пытался объяснить мне, на Дари не получилось. Сейчас просто на что сказал. Они собирают 10 штук, за 10 штук им каждую по одной дают. А, Ты понял? С каждых 10 одна штука их. Ну и они себе забирают, это как эти. Салам алейкум. Джори. салам алейкум. Жвандайс. Все, я понял. А я думаю, какую батарейку? Так он иногда ищет по мидам. Он думал на Дари, сейчас я ему объясню, типа я. Она по что сказал, все быстро разобрал. Ну чё, Как сказать до свидания? Худа Хафиз. Худафиз. Худафиз. Худа Хафиз там. Жвандайс. Жван. Хорошей вам работы. Ну, получается, они с каждой 100 десятой одну штуку забирают. За 110. Ну, я не знаю, может быть, собирают, тоже продают. Может быть, на питание оставляют себе, там, скотину кормят. Куриц, суток. Нелегкая работа. Тем более в такую погоду. Скорее всего, семейный подряд. Может быть, отец и его дети. Это семья. Семья? 100%. Я правильно угадал. Да, это семья. А вот с этой стороны уже собирают женщины. Смотри, вопрос такой. Семейный подряд собирает кукурузу, а не может мать с мужем и сыновьями собирать? Или нет, все равно он уйдет, где женская половина? Ей там будет веселее. А так ничего там страшного нет, если мама собирает с детьми, с женщиной, ну, и со своим мужем. Рынок. Он же автостанция. Все здесь переплелось. Вот я вижу манго. Скоро сезон закончится, в принципе. Персики, дыни.
Видите, два человека садятся в багажник. Там, наверное, подешевле. Да, в багажнике по десятке. По десятке? Да, а так по двадцатке. Внутри А салона. если багажник такой, который закрывается? Вот это я хотел посмотреть, прям вот очень. А если багажник, который закрывается? Универсал типа, да? Нет, с головой туда ложится. Нет, такого... Ты не снимаешь, да? Нет, я не снимаю. Хурма? Серакам хурма. А, это, блядь, финики. Финик. Это финики, дорогой. Дай одну. Смотри, это типа А афганский. откуда? финики. А, они здесь растут? Да. Хочешь? Попробуй на вкус, как Ты он. попробуй. Можно? А, я лучше коричневый Мега попробую. маме еще нура барама беди. Амак. Адунуш. Adınış А. evet. Şirin asiş bekara. Говорит, это не очень, это сладкий. В натуре. Ümidini şirin etsin. Чурки. Чурки, Денис. Терпкий? Я тогда вот этот красный, можно попробую? Her hafta uğramıyor. Что ты думаешь? Терп. Да? Ну, Ну, выращено у нас... можно финики. выплюнуть? Я Они плюнул. не обидятся? Нет, я выплюнул. Выплевывай, Денис. После двух таких фиников, как бы мягко сказать, метро не выйдет, не доберется до следующей станции. Ну, это прям очень терпко, реально. Специфическая ягода, фрукт, как его назвать, ну, не знаю, на любителя. Ну, я тебе так скажу. Я извиняюсь. У нее какая-то другая цель у этой ягоды, или отвар, может быть, для Это финики. у кого Первые. слабость Не-не. в животе. Ну, его как есть, Смотри, типа, ну с вот него я тебе реально. так хотел сказать, это финики, которые в Афганистане выращены, это одни из первых, то есть. Ну, не будем. А я не буду, да, я имею в виду, что Ну, нельзя. вы поняли. Невкусно, да, реально, невкусно, но им надо еще работать над тем, как их выращивать. В этой лавке их больше. Здесь уже прям такие мощные кисти висят. И я вот это сейчас вот подергал, очень крепкая штука. А как их покупают? Поштучно или ветками прям вот этим целыми? Килограмм 130 афгани. 30 или 100? 130. 130. Ну, видишь, это, ну, короче, они... На любителя. Не, ну не ошиблись с кодом 100% у нас с чем-то. Ты понял, да? С удобрением. А еще в Афганистане мало кто умеет плавать. Ну, как в принципе и в Индии. То есть постоянно отговаривают, отойди от воды, не дай бог Может упадешь. затянуть, да. Да, может затянуть, не выплывешь. Мы их нашли, но, блин, когда до них добраться, непонятно здесь. А ты сможешь меня на себе перетащить через речку? Ну,
я, в принципе, заниматься начал недавно. Ну смотри, Денис, есть вариант, что и дальше увидим. Что есть что? Дальше тоже увидим других, потому что сейчас переходить через болото и застревать тоже не годится. Нет, нам только вот одно место. Ну смотрите, это они сделали себе такой природный Вон там, барьер. скорее всего, дорога есть туда, вот туда, я думаю. Они Где сделали. машина спустится? Не, я имею в виду Вот где природный машина барьер. едет, вот туда дальше. Вот А, вон основной какая-то такой. машина едет. Но она едет с той стороны, не с этой. Поехали лучше туда, мне кажется. Давай на объезд поедем. Сейчас найти нужно правильный спуск. Аппаратура разряжается очень быстро в такой жаре. А здесь кто живет вот на горе? Ну это люди. Домики. Это не они? Не-не-не, кучи у них просто эти палаточки. То есть у них нет вообще постоянного Постоянного дома нету, они вот где там становится пожарче, они переходят в прохладную провинцию. Когда становится в той провинции там пожарче, они переходят в другую прохладную. А вот интернет-компании. Зашибись? Холодная, да? Холодная, но у воды вкус такой такой. специфический. Появился повод показать вам местные кондиционеры. Вот по вот этим травкам стекает вода, и получается вентилятор выдувает уже такой увлажненный воздух. И прям дует, Попробуй. но там воды нет. Сейчас нету, потому что есть, моторчик есть. не работает. Она внизу, Да, вверх вот, не тянет. Видишь, она сюда должна закидывать. Да, все, я понял. Ну, Тут дырочка. вода Вот поднимается наверх, спускается по этой траве и... Сейчас он себе сделает это. Вот. И что? Ну мы поняли, Да? мы поняли. Ташагор. Так, нам вниз надо. Вот эти два дяденьки идут с нами. Ну, пока непонятно. Что они идут? Просто идут и что-то рассказывают. Так, нам нужно попасть вообще в ту сторону. Будешь с нами? Нет, спасибо. Не, спасибо. Бега Ташагор, ты добр. Вот идем же термишем. Снимай. Чаблаки снимай, говорит. Обувь. Да. Снимай обувь. Пацаны вон там что-то ловят. Ну, здесь видно, что мелкая рыба, ее полно. Переходить реку вброд мы будем здесь. И смотрите, возле реки находится сразу мечеть. Маленькая. Мечети похожи на бангладешские, такие, они не бросаются сильно в глаза, маленькие. Без каких-то куполов, все просто. Здесь пойдем? Ну да, он говорит, здесь. Здесь идите и не бойтесь. Здесь грязь, как думаешь? Сейчас скажу. Мелководье. Ой, вода прям горячая. Вода кипяток. Мне кажется, еще чуть-чуть и река превратится в большую уху. Вон, пойдем посмотрим, пацанов. Салам алейкум. Салам алейкум, бача. Смотри, как... Пусть поближе подойдет. Пока. Далек нездека. Не, ну молодцы кормильцы, да? Сейчас принесут, что, я не знаю, пожарят они, что-то с ним. Или даже я не удивлюсь, если они в кафе продадут все это дело. Да я думаю, домой несут. Мелкая рыбешка. Альфа Инвестиции – это к деньгам. Дарим до 5000 рублей каждому. Откройте бесплатный счет для инвестиций в Альфа-банке и получите подарок. Не просто выгодно,
Альфа выгодно. Впереди пацаненок. Сделали какую-то плотинку и остатки воды выкачивают. Я не знаю, по трубам ее куда-то гонят. Видно, что-то поливают. Нам вот как-то нужно перейти на ту сторону, но везде грязь. Ну да, остатки воды выкачивают. Ну, говорят, что это не бедные люди. Вот эти вот кочевые племена. В принципе, кучи, те же самые пастухи. Которые кочуют по пастбищу. Судя по тому, что мы идем по бывшим каким-то грядкам, здесь, наверное, ежегодно что-то сажается. Очень сильный ветер. Ну, получается, сейчас вот они из той маленькой речушки выкачивают воду. Дальше, наверное, шланги протянут оттуда. С большой уже будут качать. Я вижу, у них свой трактор стоит. Когда ты кучи, то вот эта земля государственная, на ней никакие работы не ведутся. Ты просто расположил свою палатку и работаешь, добываешь себе. Как государство придет, скажет: так, тут какой-то проект, земля наша, просто собирается и уходит в другую место. Ну, а не получится так, что кучи посадили тут, и, получается, урожай не поспел, а государство говорит: ребята, ну, извините. Нет, такая ситуация не исключена, но десятилетиями никто вот эту землю, то есть столетия. Это же тоже река, но она сейчас, видишь, она отводная тоже. От наводнений, от дождей, она заполняется, вот вплоть до вот тех бордюров, ты же видел, да? Но сейчас, когда засуха, 3-4 месяца, они пытаются что-то себе сделать. Шли и не к тем пришли. Это обычные фермеры, которые арендовали участок. Это не кучи. Мы как раз попали на обеденное время, они нас пригласили, но мы просто сказали, что мы поели уже и попили воду. Сейчас 2-3 минуты и уйдем отсюда. Это обычные фермеры, которые арендовали у государства землю на время, на сезон, в общем, так сказать. Угу. На 6 месяцев. На 6 месяцев. Обед обычного, я не знаю, фермера, крестьянина, это лепешка. Как вот это блюдо называется? Вот это? Бомья. Бомья? Нет, вот это молочное что-то. Дог. Это сыворотка со льдом, да? Да. Сыворотка со льдом, лепешка и... А вот это как называется? Бомья. Бомья. Ну и фасоль какая-то. Lady finger. На английском, на русском я не знаю. Леди фингер. Да. Lady finger. Палец леди. Да. Она очень дорогая в Европе. У нас тут она дешево. Ну, в Индии, в Пакистане это... Тоже. Тоже дорогая? Нет, тоже дешево. Дешево. Потому что это вот в этих странах растет. Ну, в общем, сыворотка, лепешка и простейшие какие-то овощи. Да. Как говорится, все, что Бог послал. А мы пойдем искать. Да. Пожелаем приятного аппетита, а мы пойдем. Ташакур. Догнали пацанов. Смотрите, какого буйвола они тащат. Он или беременный, или я не знаю, что с ним. Скорее всего, беременный. Да, там какая-то кишка вылезла. Салам алейкум. А, вон, я вижу, родился. Оказывается, в телеге. Малыш. Вот они его везут домой. Да. Ну, смотрите, малыш тоже не мелкий. Ближе подходить не будем. Мамка нервничает. Здоровый просто, реально буйвол. Давай, малыш, здоровья тебе. Я вижу, что он злится. Селенка, она где-то родила, наверное, в другом месте.
اینجا کدام جای دیگه تو چقدر پیدا کرد بازی بردی؟ چه؟ دا بپرسه که کوچه چرته کوچه باید چی کوچه چی؟ میگوانه او چرته؟ کته یا То же самое говорит, вон там. Хо, برو بچه. نه بس. ما خود. نه، я برو. Встречи с детьми не всегда так заканчиваются. Пыльевая буря. 18 детей в этой семье. От 17 до 2. Представляете? Папа работает. Мы решили все-таки подойти к мечети. И если она здесь стоит, там точно знают, где живут кучи. Все здесь запутано как-то. Ой. Салам алейкум. Салам алейкум. У нас хубак сен бахай. Чига бахай, хубак сен. Бахай. Вола се бамижа. Куче астан. Куче? ها او طرف هم نیست چند نماز خون اونجا پای این است. ها دور است شیخ معلوم نیست الان مشوره Это мула, спроси? شما ملاسه نه. اینجا نگهبان هستی نه اون охранник بود А, это ملا мечеть. نداره اینجا مولا داره او یکونی مجمع نماز. Мечеть работает? да мечеть работает в час 30 придет мула намаз делать а он просто охраняет Так. Куча говорит в ту сторону говорит но они что-то не приходят сюда الان مالا شنیه سو میجرا مالا اینجا ما نمیشرم. О, а, ничего нету, химы этой, کوچ короче. ولا نیست. Коч Волане есть? Там нету ничего этого, короче. کوچه شده کابل است او. Он в семью отвез в Кабул, сейчас только он и его стадо тут. Здесь, скорее всего, что-то продают. Или арбузы, или дыни. Но сейчас ничего нет. Yeah, just run them. I'm on the mezzanine. I go so hard just to fuck up my enemies. Don't need revenge when success is the remedy. Ain't for the top, I'ma do 'em like Kennedy. Mix the champagne with their Hennessy. They falling off all these niggas is winning leagues. Life gave me limits, I came out with simply. Look, I don't associate, no, we can't congregate. Focus like number 8, my shit is infinite. Move out the trauma, my therapist healing it, Know that you feeling it, I'm just too weird with this, Came with the bass and I'm slapping you niggas, I feel like I'm willing it, Все-таки я решился подойти посмотреть афганское кладбище. Сейчас мы вот, главное, на могилу не наступить, иначе. Здесь видно вот, где люди ходят. Вот видите, сколько здесь всевозможных. Ну это даже не флаг, это какие-то простынки вешают. Ну, как мне объяснили, это женщины в основном вешают. Мужики, они более спокойно относятся к этому всему. Вот сразу видно дерево. Никаких надписей, просто камни. Вот, я не знаю, более новые могилы. Ну, вот здесь вот видно сердечко какое-то. Там что-то написано. Ну, женщина, скорее всего, жена. Неужели мы их нашли? Это некоторые люди, типаж
У них очень интересный разрез глаз. И взгляд прям сильно отличается, конечно, от большинства. Такой, знаете, там дна не видно в его глазах. Салам алейкум. Я так не умею. О? Да. Я Вот. отцу хабарика, он мешкалха нечто. لا ولا بقول. Че? Он говорит, несколько вопросов за нее нету проблем, он говорит, нету, давайте. А это он? Да. Ходит кукучасти, не? هو كوتشان. Давай сюда, мы тебя долго искали, братан. Давай, давай, давай. Ты можешь беги? Можешь беги ты? Ты беги можешь. Ну все, я его научил здороваться по иностранным. Я запомнил, как с ними здороваться уже. Так, ну смотри, у него сразу бросается в глаза кроссовки Skechers Сервисы. сервис. Но Да. это типа, ну это кожа. Да, вижу, ну что это вот кожа. это вот обувь, которую использовали Ребята, люди ребята, Т. Да, во времена войны. Ты же, ну у него тоже, вот смотри, взгляд отличается от твоего. Смотри, Мачей. Не, у него как, да, он взгляд, ну тоже повидал жизнь, ему трудно было. Это 100% видно. Так, можем к нему туда? Альта, иджазады, غزاي غزاي. пошли. В общем, к ним мы в дом не можем попасть, потому Это что мерзавцы. они, ну, с утра до вечера пасут. Да. Они вот это, видишь, у него еда, помидор с хлебом. Это вот, Да. или они ничего не готовят, вот все, что в дом взяли, да? Да? Ты что, ну, что взяли, то есть, то и едят. Пусть не прячется, скажи, он не стесняется. Но говорит, шарм накава. Сколько лет они вообще занимаются этим? Цукала швейчат, да, каркави. دا مشرانم وخت نه شروع کړی د مخ یو میاشت چوپانی وسو. Ха. او یو میاشت Ста, چوپانی. плару, او پلار коко. نیکه پلار ورونه دغه. Они это делают из поколения в поколение, это дядя, отец, дедушка, в конце концов дядя. Они сейчас только месяц, как им передали это стадо. Здесь я смотрю только бараны и козы, или у них еще есть какие-то буйволы, коровы? Дельта амдам лариче гуамлари. نام دغه میږي دی او زړه. У них только вот эти вот козочки, бараны и все. Ну и овцы. Задай им, пожалуйста, вопрос, действительно ли они кочуют с места на место, и у них есть ли постоянное место жительства, то есть дом, квартира? Да, бахтане кавиче, тасу амишавах зею рази кочка. О. Яузай лари, че мушахаз бей, чена. او شته. Мушахаз заем лари, او кошам кави. او کوچم کوي. У них есть определенное место, откуда они родились родом. Понял? База там, то есть они живут там, все это их централизованное место, но они в основном кочуют из-за своего скота. Вот сейчас вот станет осень, они переберутся туда, где потеплее, есть трава, чтобы их скотина могла есть. Будет это Бадахшан, будет это Бамьян, куда угодно. Сколько стоит, вот, допустим, вот эта коза такая? Кемат ягдана, кемат подсоди да яудана. وزا کمیل. Уза. وزا в و долларах. زرا شپږنیم زرا. Шпагним зара, او شپږنیم. $92. Прям 92? 6,5 тысяч, да. $5 еще, это будет где-то 500 афгани. Ну, $90. 90 ну, 100 долларов. пускай. Да, 100. Не, ну стоит, да, короче. 95. А барашек вот такой, Вау. вот на нас смотрит. Войнигак Чанда, да, подсуди. دا اته زرا نیم زرا. 8,5 тысяч. Чуть больше $100, 110-115 долларов. То есть, если ему сейчас дают $100, он мне дает Да, барана. Да. Кидаем машину, едем жарить. Есть ли у него жена и дети? Я у Пахтанам Нор, Авладуна Лари, نه на Цокаланде. زه د څه وخت لاس کلن. А говорит, нету ни жены, ни детей. Я у него спросил, сколько тебе лет, он говорит, мне 18 лет. 18 лет. Да. Смотри, а когда появляется жена и дети, они вместе с ним кочуют или вот они находятся на базе, на основной? Ты че Руси кавиха? Ста фамиль Тасарази, чана Алтави. نه اوس خالته د کابل کې. На, ты че Руси кави? ها. Ста Хеза Мирман. او بیا ما سره. Дасара? او Дали Сара, то О. Машуману Сара. Короче, да, когда он женится, жена с ним будет тут со всеми детьми и все остальное с ним ходить.
То есть пасти будут? Да, пасти будет или сидеть. Сейчас я спрошу. Хайма Джуракере, Джуракере, Алта, Агой, Кене, Те, Дельта, Масруфи. Она, короче, будет в этой хижинке жить, заниматься своими домашними делами, а он будет заниматься стадом. Они сдают целиком туши или вот все-таки из козы используют шкуру, шерсть, молоко? Тогда после стопада кавиче харцевиче, да. Та гуаха харцеви после стопада кави. Да, он бастаро харцев. Говорит, мы в основном продаем вот так вот. Целиком? Целиком. Но когда мы продаем мясо, мы продаем, короче, шкуру отдельно. Сколько сейчас, если не секрет, в его стадии вообще? Я в Нур постоянно говорю, судан алари, куда и толдал. Да, тол де ванди десива 200 малада. 260. Ну, это по меркам Афганистана он богатый или нет, считается? По Афганистан системке, так вот дыр пайсадарный. Я говорю, по системе Афганистан ты сейчас очень богатый, 26 тысяч долларов получается, да? Ну, наверное, ну да. Богатый считается? Да, он говорит, да, конечно, наверное, да. Захпала як дана мяч чопани кади. Я умеешь? За чопаникум. Он говорит, только месяц, как я начал. Но ему 18 только доверили. Ну, он по факту, получается, завидный жених. Да. Это я не буду говорить. Ну, ты скажи, я как будто... Да, савал гейче, тахудир, я уха, намзадды, поеги, малдарды, пайсадарды. Да, говорит, Белкал, это конечно. Ну, не будем говорить, что вакансия свободна. Не будем, все. Но они нас признали за своих, потому что они не убегают. Если бы чужие сейчас подошли, они бы рванули. Бараны все какой-то краской обработанной красной. Представляете, у него 260, а если у них 1000, это уже все. Это уже все. Салам алейкум. Так, с тобой мы здоровались. Еще раз. Ну, слушай, ну у них у всех глаза подкрашены, Ну, да? это ж сюрма. Ну я просто смотрю у Сюрма, всех. да, делают, у нас многие делают. Сюрма, зови. Говорят, да, четко. Шавкияз. А? Шавкияз. Во? Вот так вот выглядит стан. Так, ну-ка отошел. Эй, какой-то ручной баран. Он меня стукнуть, что ли, хочет? Вот здесь вот они расположились. Ну что, они нам уже провожают. Все? Все, спасибо. Ташако, Ташаку. Они нас уже провожают. Ну да, он мне говорит, ну все, до свидания. Наделали. Ну тут вариантов другого ничего не надо. Друзья, если вам в Афганистане говорят «до свидания», то это призыв к «до свиданию». Лучше уходить, чем остаться навсегда. До свидания. Хорошо? Мы поняли. Я думаю, большинству из тех, кто приедет сюда на машине в Афганистан, не очень понравится местное вождение, потому что здесь цена жизни человека вообще ничего не значит. Деревянная палка и флаг. Все. Все, что останется у дороги от вас. Сил нету, нужно взбодриться.
энергетиком, ну как обычно по традиции. И машину, получается, уже второй раз охлаждаем. Без охлаждения помрет, так как начинаем подниматься на горный перевал. Мы, получается, за сегодняшний день вот как съели по пол кукурузы весь день. Только воду, воду, воду. Бутылок, наверное, по 6, по 7, по 3 энергетика. И самое непонятное, что она в тебя только заливается, вода, она больше никуда не выливается. Вот это вот парадокс какой-то. Машина у нас охлаждается. Мы тем временем движемся в горы. Поднимаемся. Здесь уже так нормально, да, прохладненько? Ближе к Кабулу. Увидели еще кучей пастухов, но там женщины. Ну, если хозяин там, он выйдет сейчас. Ближе к Кабулу, получается, в реках вообще воды нет. Там началась какая-то суета. Главное, чтобы АК-47 сейчас в нашу сторону не разрядили. Здесь, мне кажется, вообще солнце не бывает. Там все женщины, братан. Спроси, есть хозяин? Там одни женщины. Поэтому the end. С высоты, когда смотришь на всю эту ситуацию, какие-то другие ощущения. То есть вот она, движуха есть, она вот в стороне. Знаете, вот как кошки любят повыше забраться, не знаю, там, на спинку кресла и смотреть, наблюдать за картиной. Здесь так же.